Здравствуйте! Сегодня мы проведем занятие по шашечному интеллекту. Рассмотрим, как он формируется. Занятие проводится в ЗШО по шахматным шашкам. Это Минск. Для слушателей повышения квалификации. И, значит, вот этот кабинет, это третий кабинет, в нем занимался Михаил Александрович Кац. То есть я хочу это специально сказать, что здесь тут специальная шашечная атмосфера, ну, шахматно-шашечная, можно сказать, атмосфера, потому что рядом буквально пару метров занимался Борис Гельфанд, очень известный шахматист, участник матча за звание чемпиона мира. И вот давайте первоначально сформулируем, что такое интеллект. Ну, это моя формулировка. Это механизм, который значит, формирует, точнее сказать, механизм, который формирует наши определенные действия. Ну, действия могут быть на физическом плане, это, понятно, какое-то движение, либо на ментальном плане, это, то есть, мысли и тому подобное. Но это моя формулировка, то есть я вчера читал много достаточно формулировок, интересных интеллекта. Ну, пишите в комментариях, если будет что-то новое, что-то интересное. То есть, может, мы по-другому сформулируем, потому что я именно хотел эту формулировку адаптировать для шахмат, для шашек. То есть, каким образом формируется интеллект? Естественно, если у нас нету никакой информации, ну давайте я буду объяснять на шахматной доске. Шахматную доску, условно говоря, разделим на две половины. И вот в этой половине мы, допустим, встречаем определенное событие в жизни. Либо, вот если новичок начинает, то есть начинаем изучать определенную идею. Допустим, идея будет вот эта идея. То есть, естественно, эту идею мы изучили, она переносится на, вот, на эту сторону, то есть она переносится, словно говоря, в наш мозг, и она там запечатляется. То есть, естественно, если идея какая-то, идея это сопровождается какими-то определенными словами, еще какими-то факторами, то есть потрогали фигуру, может, ну, не знаю, что-то упало в этот момент, может, какая-нибудь фигура или что-то другое, то есть это дополнительные факторы, которые тоже запечатляются в памяти, и они обычно переносятся вот тоже в определенные части. То есть интеллект, он не может формироваться из ничего. То же самое, когда вот учитель, тренер требует от ученика какие-то сверхъестественные идеи, сверхъестественную игру. Если они не проходили, грубо говоря, вот эта сторона, если они не проходили с ним вот эту идею, то, естественно, навряд ли она появится здесь, и навряд ли она проявится во время игры. То есть там, почему я говорю навряд ли, потому что, ну, какой-то процент очень маленький есть, что какое-то будет озарение, либо о чем расскажу позже, как там бывают стыковки именно, и в результате чего появляются новые какие-то идеи, кажется, что новые идеи. И интересный вот вопрос был, сегодня интересный достаточно вопрос был, то есть человек занимался шахматами, тренер, и вот он соснил определенную позицию и говорит, вот она новая была совершенно. Но это не совсем так, она была не новая, позиция возникла, вот эта, которая во сне, на основе каких-то определенных идей, которые были раньше. Поэтому, то есть, если назвать, то есть он занимался шахматами, если у него соснилась бы шашечная позиция, новая идея какая-то, либо, ну, для него, естественно, новая, там он никогда не видел, то это тогда какое-то озарение, тогда бы мы этот факт рассматривали. Но покуда рассматриваем тот момент, что где-то у него были определенные знания, естественно, и они потом трансформировались в этот сон. Можно, кстати, вот рассмотреть на примере нашего выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, то есть как он изобрел таблицу Менделеева, ну и один крепкий достаточно напиток. То есть он долгое время, ему нужно было стать преподавателем, как я понял, в университете, и он долгое время
писал огромный труд, то есть раньше было так, надо было написать огромный труд, то есть как-то зарекомендовать, и тогда только тебя могли взять преподавателем. То есть, что очень логично, то есть пройти большой достаточно опыт. К сожалению, вот этот момент сейчас не соблюдается с преподаванием. То есть, возможно, что даже после института многие идут преподавать. Да, есть момент, когда они могут преподавать, когда у них достаточно большие знания, но есть момент, когда они не могут преподавать. И вот в результате того, что он долгое время изучал определенную тему, то есть у него появилась химия, и у него появились вот эти идеи, и он создал таблицу Менделеева. То есть вот на примере Менделеева. То есть здесь сразу возникает какой вопрос. Вот на начальном этапе, если есть начальный этап, обязательно следует что делать? То есть это показ на доске, рассказ обязательный и желательно меньше, естественно, компьютеров. Когда вот моментально показывают, то есть и думают, что ребенок запечатлит это. Нет, он не запечатлит. То есть надо оставить как можно больше отпечатков. Но может быть 3 отпечатка, может больше, может 10, может больше. То есть надо смотреть тренеру, как оставить вот эти вот отпечатки определенные. То есть возможно словесное, тактильное, еще какие-то моменты. Может доску по-другому как-то украсить, может фигуры, вот если шахматы сделать, как-то по-другому поставить, либо другую фигуру с комплекта поставить. То есть вот это все, вот эти все моменты добавляют вот этих вот какие-то определенные дополнительное, то есть, ну давайте дополнительные фишки появляются, грубо говоря, дополнительные фигуры, дополнительные нейронные мозги, то есть появляются. И запомните, чем больше вот этих вот нейронов будет, вот допустим, вот есть событие вот это какое-то, вам нужно запомнить. Вот это вот событие, его нужно запомнить, то есть оно было там, ну вот я, допустим, нельзя поставил, оно было там, вот это вот событие. И оно подкреплено вот этими факторами, да, что-то было. И чем больше вот этих вот факторов, да, тем легче будет потом вспомнить позицию. То есть надо стараться тренеру, особенно на начальном этапе, создавать вот эти вот факторы определенные. То есть это вот такой один момент. Почему, допустим, на определенном этапе следует именно больше уделять именно занятиям на доске, то есть меньше компьютеров, ну и остальных там технических новинок. Плюс вот мы раньше использовали каким-то образом карточки на тренировках. И вот если чисто использовать карточки, то тоже, наверное, не оставляя, вот, то тоже эффект, наверное, гораздо меньше. Хотя, если вот потом уже на определенном этапе, когда повторять, я именно рекомендую какие-то карточки определенные давать, чтобы как-то повторили, то есть, и освежили вот эту информацию всю. Здесь очень вот этот важный момент. Либо больше фактов, либо, если вот, смотрите, с точки зрения памяти, да, рассматривать вот этот процесс весь, то с точки зрения памяти нужно, чтобы в нужный момент вот эта информация всплывала, вот, грубо говоря, ну вот всплывал в нужный момент информация, нужно повторять. То есть есть сейчас много систем очень с повторением, то есть там через 20 минут, ну там надо смотреть, я точно вам не скажу, через 20, грубо говоря, там, через пару часов повторить, через сутки, через 7 суток, то есть они достаточно эффективные, то есть и я как-то пробовал эти системы, и ну, они достаточно жизненные, поэтому вот такая система. Далее, очень важный момент по обучению шахматистов, шашистов. Допустим, какой-то тренер имеет вот эти вот знания, Какой-то тренер имеет вот эти знания. То есть, естественно, вот эти знания он может передать ученику, то есть, получается, такие же знания передает он ученику, но если он все может, конечно, передать, ну, мы в идеале все берем, естественно. В идеале он может передать эти знания. И вот дальше начинается кризис у ученика. Почему? Потому что учитель ему больше не может дать знаний, и
начинают они выжимать из вот этих знаний максимум, то есть по результату. Часто, кстати, очень часто получается, но какие выводы? То есть, либо это, вот здесь, когда эти знания заканчиваются, на основе этих знаний, вот на основе вот этих вот знаний, нужно подбирать тренера, который владеет, ну давайте правильно здесь, владеет дополнительными какими-то знаниями, то есть, вот, дополнительными знаниями. То есть, чтобы ученик вот это вот получал дополнительные знания, вот, допустим, эти получал знания, и, ну, естественно, они переносились вот сюда знания. То есть, обязательно вот этот важный момент, я хочу, чтобы вы запомнили. Это один момент, что надо передать какому-то определенному тренеру, может помощнику, может человеку, у которого больше знаний, либо проводить дополнительные тренировки с этим человеком, чтобы он больше вот этих знаний дал. Второй момент. Как решить вот эту задачу? Если у тренера, грубо говоря, закончились определенные знания, умения, навыки, то, естественно, главный момент еще вот я упустил, да, главный момент это самостоятельная работа. Почему самостоятельная работа? Почему? Потому что, в принципе, сейчас очень многие знания можно черпнуть из книг, то есть почитать в книгах, и поэтому это автоматически вот здесь будет наполнение. То есть в книгах, вот книги, допустим, ну это я разные фигуры ставлю, извиняюсь, я тут одинаковые не буду ставить, но, допустим, они одинаковые, вот эти знания, вот книжные знания, они переносятся опять сюда. Второй момент. Компьютер. Работа с компьютером, то есть на компьютере тоже мы получаем много информации, вот здесь в компьютере есть информация, вот это вот. Есть компьютер информация, и она переносится потом в наш мозг, естественно. Наш мозг. Таким образом, вот такая вот система построения интеллекта. Ее можно использовать, вот эту систему, и при тренировке памяти. Ну, тренировку памяти, как я начинал, повторюсь, момент такой. Это либо повторение вот этого, чтобы здесь, грубо говоря, на определенном этапе, вот я хотел бы вам рассказать, тоже момент, наверное, важный очень. То есть вот эти знания куда-то продвигаются. То есть нужно, для того, чтобы они использовались в жизни, допустим, на шахматной доске, нужно знания, чтобы они были, вот, допустим, в этих квадратиках. Но они потихонечку отодвигаются. Отодвигаются эти знания, вот как правило они отодвигаются сюда, то есть и в решающий момент здесь нету знаний, и мы не можем использовать в практической жизни, допустим, вот в практической игре эти знания. Почему? Потому что мы их не повторяли. Если мы их повторяли, то есть перед соревнованиями, допустим, повторили определенные знания, они получаются, то есть позиции получаются в партии, то они, естественно, возникают здесь, и мы можем их применить. То есть, один из главных еще выводов, ну, я, может, все сумбурно, то есть я не готовлюсь именно к лекции, но один из главных выводов какой? Знания можно, то есть, возможно приобрести на тренировках или каких-то занятиях, обычно перед этим, то есть, ну, в результате игры, то есть, предыдущего опыта, в результате партии, но найти какие-то новые идеи очень сложно, то есть процесс очень маленький. То есть, если сравнивать вот двух великих изобретателей, как я говорю, часто люблю повторять, это Эдисон и Тесла, то есть, ну, Тесла мы не знаем, откуда у него там озарение появлялось, но Эдисон перебирал очень много вариантов, и это очень сложный момент, как показывает практика. И практически вот, если сейчас для игры, для практической, вот варианты, по которым работал, ну он изобретал, Эдисон изобретал, у нас тут чуть-чуть другое, у нас спортивная деятельность. То есть спортивная деятельность, он не совсем вот этот вариант с Эдисоном, вариант Эдисона или как, система Эдисона не совсем работает. Система Эдисона это изобретательство. То есть, а здесь нужно, чтобы у вас были готовые знания и чтобы они были вот здесь. То есть перед турниром тоже надо, как правило, надо освежить знания, чтобы, грубо говоря, они переместились вот в этот квадратик, чтобы они были ближе. То есть активированы либо нейроны мозга, вот связи, вот это нейросвязи были вот именно более активированы, то есть в этот момент. Так,
Ну вот, наверное, если понять эту систему, то очень, я, может, и не все сказал, тут много очень моментов есть, много можно рассказывать, то есть на примерах, как это все осуществить, но вот эта вот база, грубо говоря, и если эту базу учитывать, то можно многие очень сделать выводы, избежать очень многих тренировочных ошибок, ну и, естественно, усовершенствовать очень сильно тренировочный процесс. Но вот в эту схему надо глубоко проникнуть. Понятно, что я тут чуть-чуть не очень хорошо показал. Шахматы все-таки, ну, нету нормальной доски. Если бы нормальная доска, понятно, все лучше и все было бы нагляднее. Но, в принципе, задавайте определенные вопросы в комментариях. И ждем ваших откликов, то есть и хороших, и плохих. И будем, наверное, если будет много вопросов, я бы еще дополнительно снял какую-то, ну, то есть какой-то видеоматериал, то есть буду пояснять по тренировочному процессу. Потому что материалов очень много, но вот это вот базовая лекция. Итак, до новых встреч и в принципе, как я уже сказал, жду ваших комментариев.